Добрый день всем! Я снова рада вас приветствовать у себя на канале. И сегодня я исполняю вашу мечту. Я покажу вам, как можно будет сделать тюльпаны из зефира. Я вам покажу на данный момент самый простой рецепт. Посмотрите, как тюльпаны отсаживаются. Обратите внимание на все тонкости. И я уверена, что по прошествии данного видео у вас все обязательно получится. Настраиваемся на лучшее, готовим все необходимые продукты и приступаем. Так как в приготовлении зефира имеется агар-агар, он быстро стабилизируется, поэтому все необходимое нам нужно будет подготовить заранее. Это и мешки с насадками, и, соответственно, все необходимые продукты. Зефир для тюльпанов мы будем готовить на фруктовом соке. Я использовала сок марки Juice вишневый 200 мл, и сюда же я добавила 8 граммов агар-агара силой 900. Доводим эту массу до кипения. Масса должна стать киселеобразная. Затем сюда мы добавляем 150 граммов сахара и 50 граммов глюкозного сиропа. Все хорошенько перемешаем и оставляем для закипания. Данная масса должна будет у нас провариться где-то 4 минуты, а может быть даже и 6. Нужно будет поймать капельку. Дальше мы добавляем в дежу миксера 60 граммов белка. Сюда же добавляем 1/3 чайной ложки лимонной кислоты, щепотку ванилина. И постепенно будем добавлять 60 граммов сахара. Белок я взбиваю на высокой скорости миксера. У меня миксер марки Bosch. Это вид Optimum. И у него 6 скоростей, и я взбиваю на 5. Белки хорошенечко взбиваются, и где-то в 3-4 этапа потихонечку я добавляю сахар. В этот момент наш сироп кипит, его нужно понемножку помешивать, чтобы агар не осел на дно. Вот такая смесь получается. Время кипения приблизилось к 6 минутам, и посмотрите, как должна тянуться капелька. Она прямо повисает на лопаточке и просто потихонечку стягивается вниз. Вот это говорит уже о том, что сироп готов. Ну и если у вас есть градусник, вы можете померить температуру, она должна быть где-то 104-106 градусов. Теперь обратите внимание, сироп, когда вы вливаете во взбитые белки, его нужно вливать очень тонкой струечкой. Не нужно торопиться, не нужно его побыстрее вливать. Это губительно для зефира. И теперь на высокой скорости взбиваем зефир. Взбивать нужно очень хорошо. Все это зависит от мощности вашего миксера. Это может произойти очень быстро, это может занять время. Как только зефирная масса начинает уже заполнять лопасти венчика, посмотрите, обратите внимание, и уже начинают в самой массе появляться некие пещеры. На некоторых миксерах даже можно будет увидеть дно. Это уже говорит о том, что масса почти готова. И вот я сейчас вам покажу. Вы должны увидеть вот такую вот вещь. То, что, вот, например, отключаем миксер, поднимаем. И смотрите, масса на венчике плотно не сидит, она все еще спускается, как бы с него падает. Это говорит о том, что она еще не готова. Поэтому ее нужно будет еще где-то минутку, а может быть пару минут повзбивать, для того, чтобы она прям хорошо насела как бы на лопасти венчика. Сейчас это будет прекрасно видно на видео. Вот сейчас обратите внимание, масса плотно сидит на лопасти венчика, и это говорит, что уже все хорошо. Снимаем массу. Посмотрите еще одну ошибку. Никогда не хлопайте венчиком по деже.
От этого страдают спицы венчика, они могут просто-напросто сломаться. Если у вас пластиковое основание, да даже если и металлическое, они просто могут из него выйти. Аккуратно лопаткой собираем весь зефир в дежу. Собирайте зефир как бы в одну кучку, не размазывайте его по бокам, иначе он быстро начинает стабилизоваться, охлаждаться, и от этого он становится очень рыхлый. Посмотрите, какая красивая пышная масса получилась у меня. Теперь я подготовила 3 пакета с насадками. У меня одна насадка металлическая тюльпан от Владимира Тюрина. Также у меня есть пластиковая насадка от контакта в инстаграме, насадки тюльпан X Large. И еще у меня просто насадка листик. Номер ее я не знаю, так как маркировки с номерами у меня ее нет. Это большая просто насадка листик. Для того, чтобы вам было легко выложить зефирную массу, используйте как основание либо большую банку, либо какой-то стакан. На него натягиваете пакет с насадкой, аккуратно его размещайте и потом уже можете заполнять зефирной массой. Это на самом деле очень удобно. И еще самое главное, для того, чтобы пока вы размещаете, заполняете зефиром другие пакеты, чтобы он не начал стабилизироваться, подогрейте заранее, перед тем как начинать готовить зефир, духовку. Ее можно подогреть где-то на 40-50 градусов максимум и положите в нее большое махровое полотенце. В нем вы будете хранить ваш зефир в пакетах. Вот таким образом я заполняю 2 пакета с насадками для тюльпанов зефира. Это делать нужно достаточно быстро, хотя у нас в Анталии довольно-таки жаркая погода. У вас уже, конечно же, может быть осень, прохладно, и от этого зефир может начать стабилизоваться намного быстрее, чем у меня. Поэтому нужно работать быстро, когда вы раскладываете зефир по пакетам, и сразу же класть его в духовку. Духовку после того, как она достигла 50 градусов, нужно будет отключить. Полотенце, оно и так будет нагрето. Поэтому все у вас должно получиться. Вот таким образом нужно будет обязательно закрутить сам пакет, разместить в нем зефир. Обязательно должно быть все плотно. И еще я вам советую использовать все-таки для зефира более плотные пакеты. Я как раз вот вам решила показать один простой и 2 вот этих плотных пакета, хорошо прошитых. Смотрите, для листиков я добавляю 2 вида красителя, то есть 2 цвета. Сначала я добавила зеленый цвет, и потом, чтобы его приглушить, сделать более натуральным, хотя камера, конечно, этой натуральности не передает, потому что очень яркий свет от окна, я добавила оранжевый краситель. Но так как я его, получается, добавила, наверное, немного больше, чем должна была, я добавила зеленого красителя еще. Теперь я помещаю зефир в пакет. Смотрите, вот этот вот пакет, который я использовала, он не такой плотный, и прошивка, как оказалось, у него не очень хорошая. Когда я начинала отсаживать листики, пакет у меня лопнул, и поэтому я его потом, для того, чтобы не менять насадку, не менять пакет, я его просто поместила в новый пакет и уже таким образом отсадила листики. Если вы будете внимательными, вы заметите. Ну и теперь смотрите, самое главное, как отсаживать тюльпаны. Обязательно создайте давление в пакете, то есть закрутите пакет хорошо. Работать надо быстро, потому что уже зефир немного постоял, и он уже потихонечку начинает стабилизироваться. Смотрите, в отсадке тюльпанов самое главное, чтобы поверхность, на которую вы отсаживаете, она плотно лежала на столе. Это может быть силиконовый коврик, это может быть некая дощечка, чтобы она прям хорошо лежала и не оттягивалась за зефирной массой. Обычно отсаживают тюльпаны на пекарскую бумагу, а она тянется за зефирной массой, и поэтому с тюльпанами происходит небольшое фиаско. Они либо закрытые, либо тянутся, либо совсем очень странного вида.
Посмотрите, какие бочоночки получаются у меня. То есть все сделано правильно. Масса получается очень плотная, хорошая. Она не тянется за насадкой. Она очень хорошо отходит от нее. Вот таким простым способом я приготовила зефирную массу для тюльпанов и отсаживаю. Стабилизация данной массы, она где-то 2-4 часа. Потом уже тюльпаны можно будет окрашивать, можно будет посыпать сахарной пудрой, либо декстрозой. Это уже все зависит от вашей возможности. Вот здесь вы уже можете увидеть, как я делаю листочки. Я люблю делать их кружевные, как рюши. Мне так они больше нравятся. Но, конечно, если делать уже собирать в букет, то листочки, лепесточки должны быть более натуральные. Я не успела сделать букет, потому что у меня дети очень сильно любят зефир. И они его очень быстро съели. Я не успела просто собрать в букет. Когда у вас дома дети, к сожалению, глаз да глаз. Если делать что-то вкусненькое, то это быстро заканчивается. Но смотрите, если вы отсаживаете листочки, и они получаются длинные, то вы можете аккуратненько, смочив руку в водичке, убрать, либо даже сухой рукой просто немножечко прижимаете кончик, он становится остреньким. Вот таким образом, в хаотичном порядке, красиво делаете листочки тюльпанов, и уже потом их можно будет оставить для стабилизации. Как только зефир стабилизируется, вы уже можете собрать букеты, поместить в корзинку, также положить эти зефирки в коробочку, красиво завязать бантик. И это уже очень красивая тема для подарка. Вот смотрите, какие они у меня получились, красивые, не правда ли? Попробуйте данный рецепт, попробуйте сделать так, как я вам рассказала. Я буду очень рада, если вы поделитесь со мной своими неудачами в данном деле, либо своими успехами, дадите какой-то совет. Я буду рада прочитать в комментариях, ну и, соответственно, если вам понадобится совет, какая-то помощь, я буду рада вам что-то подсказать и ответить. Ставьте колокольчик, подписывайтесь на мой канал и до встречи в новом видео.